Всем доброй ночи. Как я говорила, у меня пока нет времени особо показывать вам алтари. Я думаю, что я столько вам показала, что больше и некуда. Но поскольку в последнее время загружено, нет времени на алтари, в любом случае я стараюсь вам дарить как можно больше. И внизу ролика, естественно, объяснение всему этому, и для чего это, как это. В данный момент я хочу подарить влюбленным ритуал, который создан на основе древнеперсидских традиций, обычаев и поверий. Начнем предисловие. Ритуал называется «Обращение к Бижану и Маниже». Это пара влюбленных. Есть книга Абдул-Касима Фирдуси, или Фирдауси, если уж правильно. Называется эта книга «Шахнаме», книга царей. На основе книги «Шахнаме» созданы были таджик-фильмом следующие фильмы, например, «Рустам и Сухраб», «Рустам и Рудабе», еще «Сиавуш», «Сказание о Сиавуше». Отличные, между прочим, фильмы, еще в то время отличного качества сняты. И там говорится о богатырях, о героях, князьях, которые защищали Иран из поколения в поколение, были преданные служители власти, короны и родины. И вот один из книг Шахнаме посвящен двум людям, влюбленным в итоге супругам, Бижану и Маниже. Тот самый великан, тот самый могучий Рустам Заль, который был хваленным героем, а именно на восточный лад пахливаном, его дочь, выходя замуж за другого героя по имени Гур, рождает сына Бижана. То есть он является внуком того самого Рустама. В сказаниях Шахнаме у Ирана есть один могучий враг. Это Афрасиаб, царь Турана. Туран на самом деле многие путают с Турцией, с великой турецкой степью. Туран не имеет ничего общего с Турцией. И об этом уже было сказано много раз. Просто это невежество, и от незнания многие путают. Туран это или Турач – это часть Ирана, это северный Иран. То есть северные и западные иранские племена постоянно вели войны. Так вот, злейший враг, согласно преданию книги Шахнаме, то есть «Жизнь царей», является царь Афрасиаб, царь Турана. Афрасиаб, желая заключить мир между Тураном и Ираном, выдает свою дочь Маниже замуж за, героя Бижана. Но через некоторое время он начинает войну, он опять начинает завоевывать территории и внезапно нападает на своего зятя, связывает его и кидают в огромную яму. А дочери лишают всех благ, отнимают у нее богатство, украшения и пытаются выдать ее замуж, но поскольку она верная жена и не оставляет своего Бижана, то ее, было приказано ничем не кормить, не выдавать ей даже хлеба, чтобы они вдвоем там померли. И вот находится Бижан в этой яме, закрытый огромными деревьями, да, стволом деревьев. А его Манижа пытается добить хлеб, пытается найти кувшин с водой для того, чтобы кормить его, чтобы он не погиб, чтобы он сохранил свои силы и мог выйти оттуда. И там сказано, что на протяжении многих лет она на своих косах, привязывая, спускает вниз кувшин с водой или
кусок хлеба, который ей удалось добить, да, и сама не ест. Она пытается охотиться, пытается найти дичь, но, в общем, всеми силами столько лет верно не покидает эту яму и ждет того момента, пока его освободят. И через некоторое время, после долгих скитаний и исканий, богатырь Рустам находит таки эту яму, вытаскивает его оттуда, соединяет их с женой, отправляет их в Иран обратно, а сам идет воевать с Афрасиабом за его подлость. Так вот, любовь супругов Бижана и Маниже была настолько возвышенной, настолько верной, настолько настоящей, что осталась в веках и в легендах. В легендах, в эпосах, в песнопениях. И люди их поколения, их времени приходили к их могиле и просили помощи, поскольку эти влюбленные, преодолев все муки ада, смогли быть вместе, считалось, что их души приходят и помогают людям, влюбленным, соединиться. Прошли века, естественно, место их захоронений тоже, скажем так, было утеряно и забыто. Но эта традиция просить у душ Бижана и Манижа о любви и соединении осталась в традициях. Даже после принятия ислама тайком некоторые женщины обращались к их душе для того, чтобы те им помогли, дали сил соединиться с любимым человеком, либо защитить любимого человека, либо открыть глаза любимого человека на то, что он где-то не прав и так далее. Этот ритуал могут применить женщины, которые хотят, скажем, привести в чувство своего супруга или возлюбленного, после ссоры пытаются внушить ему тоску. Одним словом, этот ритуал нужно провести только влюбленной паре. Для соединения, для преодоления трудностей. Они могут вместе сесть и прочитать этот заговор. Это им поможет решить многие бытовые вопросы, решить многие вопросы, связанные с враждой вокруг них, да? Решить даже вопрос о деторождении, если судьба хочет им подарить ребенка, то эти души супругов, влюбленных в друг друга, верно живущих до конца жизни вместе, помогут им вместе преодолеть эти трудности. Итак, символ того, что Бижан нуждался в воде, и его супруга спускала на косах кувшин с водой, вода. Наливайте воду, ставите на стол, зажигайте свечу, как источник огня, потому что персы были зороастрийцы, и персы поклонялись огню, вселенскому огню, богу Ияздан. И, естественно, обращение к огню и с помощью огня, то есть эта просьба будет услышана гораздо быстрее. Нужно читать это в 9 раз. То есть 9 раз, извиняюсь. После потушить эту свечу. Желательно, чтобы эту свечу вы использовали только для этих целей. Воду оставляйте до утра, утром можете вылить. Когда у вас получится, ну, например, вы хотите отдельное жилье, уйти жить отдельно, да, вам хочется соединиться с любимым человеком. Либо вам хочется, чтобы никто не вмешивался в ваши отношения, либо вам хочется, чтобы вы вместе смогли преодолеть какую-то трудность и как бы, чтобы этот кризис миновал. Либо вам хочется защитить любимого человека от опасности, и вы просите о любимом человеке у душ влюбленных друг в друга супругов. Итак, огнем согрею ваши души, влюбленные супруги. Вы вместе ад прошли и скорбь, и тысячи кошмарных дней, но преодолели и победили, сердца навек соединили, приняли венец вечной любви. Души влюбленных вечных супругов Бижана и Манижа, помогите мне соединиться с любимым и с любящим меня душой. Даруйте мне счастливую любовь, благословите вечные
супруги Бижан и Манежа, мой любовный венец, и да будет свет и тепло вашим душам навеки вечные. Читайте 9 раз. Если человек вас обидел, он обязательно попросит прощения. У него проснется другое чувство к вам. Если он находится в дороге, он обязательно свернет с дороги, придет к вам. Если вы хотите уйти, вам мешает вашей любви, и вам хочется отделиться, но ваш супруг или супруга передумывают еще пока в раздумьях, еще не решаются, то после проведения этого ритуала обязательно решаться. После того, как у вас все получится, отнесите бутыль с водой, вылейте немного под дерево и кусок хлеба оставьте и говорите: Бижану оставляю от Манежи. Отвернитесь и уходите, потому что душа человека, который вечно голодал и хотел пить, потребует от вас именно такую жертву. Удачи!